19 ноября 1997 года Бобби Макоги и ее муж Кенни из Айовы попали в заголовки газет. Супруги стали первыми известными науке родителями, давшими жизнь сразу 7 детям, каждый из которых выжил. Детишек назвали Кенни-младший, Келси, Натали, Брэндон, Алексис, Натан и Джоэль. Малыши при рождении весили от 1,13 до 1,54 килограммов. После рождения старшей дочери Микаэлы супругам не удавалось завести второго ребенка, и они пошли на экстракорпоральное оплодотворение. Прижилось 7 эмбрионов, и, поскольку пара довольно религиозна, они решили, пусть все будет в руках Божьих, проще говоря, пошли на риск. Разумеется, нашлось множество хейтеров, которые нападали за это на Бобби и Кенни. Критика достигла пика, когда у женщины начались схватки на 9 недель раньше срока. Однако все прошло относительно благополучно, малышей удалось выходить. Правда, двое из них, Натан и Алексис, родились с ДЦП, и их пришлось прооперировать, чтобы ребята смогли ходить. Впрочем, даже использование ходунков не помешало Алексис стать вторым капитаном школьной команды чирлидеров. А в 2013 году она даже принимала участие в конкурсе красоты для детей с ограниченными возможностями. Необычной семье активно помогали благотворительные организации, им подарили дом с 7 спальнями, детишки получили возможность бесплатно питаться и ездить на каникулы. Когда они родились, сразу несколько университетов предложили им бесплатное обучение, когда они подрастут. Однажды семья встречалась с президентом Джорджем Бушем-младшим. «Я всегда боялся, что, глядя на нашу работу, ребята подумают, что этого достаточно для красивой жизни», рассказал Кенни газете Des Moines Register. «Я постепенно объяснял им, в чем правда жизни. Я никак не мог бы себе позволить купить такой дом на мою зарплату. Если вы хотите что-то получить, вы должны для этого как следует потрудиться». Кенни-старший работает в компании, занимающейся металлическими покрытиями. Бобби – педагог, дефектолог и помимо воспитания 8 детей учит детишек с особыми потребностями. Как и муж, она всегда старалась привить детям любовь к труду. «Мы считаем себя лучшими друзьями, а не просто братьями и сестрами», — говорит Алексис. Семья Макоев продолжает жить в том же доме, который им подарили, и ездить на том же мини-вэне. В 2016 году семерняшки окончили среднюю школу, и 5 из них приняли решение уехать. Натали, Келси, Натан и Джоэл воспользовались стипендиями, предлагаемыми университетом Ганнибала Лагранжа, а Брэндон записался в армию США. Кенни и Алексис остались с родителями в районе Де-Мойна и поступили в местный общественный колледж. В 2017 году семерняшки стали тетями и дядям, и их старшая сестра Микаэла, вышедшая замуж в 2015 году, родила сына. В 2016 году в брак вступили Натали и Брэндон, а в 2022 году он и Кенни стали отцами. Родители Септулета уверены, что все сделали правильно, и действительно, разве есть причины в этом сомневаться, когда жизнь дочерей и сыновей складывается благополучно? «Я не думаю, что в нашей ситуации можно о чем-то сожалеть. Есть только радость, гордость и счастье», — говорит Бобби, вспоминая их с мужем решение рискнуть и рожать всех 7 детей. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.